Как известно, министр иностранных дел Украины Павло Климкин пообещал в Нидерландах ответить на все вопросы. Он даже запечатлел себя с такой бумажкой и играл из себя демократа и такого, знаете, близкого к народу министра, чиновника, который будет катать на велосипеде в Нидерландах и ответить на все вопросы. Открытый человек, он явился туда в вышиванке. По поводу внешнего вида я не отпускаю вообще никаких комментариев, потому что это к делу не относится. К делу относится другое. Мы грешным делом решили, что министр иностранных дел Украины на самом деле ответит на все вопросы. И решили задать эти вопросы. Вопросы не провокационные, вопросы обычные. Что Украина собирается делать с нацистами, в частности, там Misanthropic Division, и с теми нацистами, которые избили представителей ЛГБТ-сообщества во Львове. И решили получить ответы на эти вопросы, так как и обещал Климкин. Он уже обещал дать ответы на все вопросы. Тут есть один нюанс, который я не могу не осветить. Чем больше наши, их называют вышивата, знаете, чем больше вышиваты в Европе, тем хуже для Украины. Потому что эта вышивата настраивает европейцев, которые далеко не глупые, против нашей страны, против государства Украина. И эта вышивата на любой вопрос отвечает своим ответом, утверждением: вас послал Путин, вас заказал Кремль. Европейцы не идиоты. И когда они слышат, что все критики того, что пытаются продвигать, такие как Климкин, это все люди, купленные Кремлем и нанятые Путиным, они начинают чувствовать запах дерьма. Они понимают, что все тут не так-то и просто. Еще раз повторю, европейцы не такие дураки, как думает Климкин, как думает Кулеба, которого вы увидите тоже на этом видео, как думают чинуши из МИДа, как думают те грантоеды, которые сейчас отрабатывают гранты в Нидерландах, причем отрабатывают абсолютно бездарно. Они не дураки, они не идиоты, не считайте их идиотами. Когда вы каждого своего оппонента клеймите агентом Кремля, наймитом Путина, российским пропагандистом, вы подставляете самих себя, потому что европейцы начинают понимать, что вы лжете, что вы используете интересную формулу по поводу всех своих оппонентов. Так проще. Навесил ярлычок и пошел дальше. Пошел дальше, не ответив на вопросы. Итак, охота за Климкиным. Мы должны быть честными. В этом договоре речь идет не о членстве в ЕС. И если переходим к вопросу членства, много стран старается его получить. Будет еще один референдум, и голландцы заберут голос. Но мы сейчас говорим о том, как помочь Украине. The Dutch people will have to say, but now we are talking about a way how to help Ukraine. Привет, меня зовут Ужас, летящий на крыльях ночи. Я работал журналистом в Украине. Хочу сказать, что существует одна версия Украины для Европы, и другая — это настоящая Украина. По поводу прав ЛГБТ. Вы сказали, что вы пытаетесь создать лучшие стандарты по правам ЛГБТ в своем регионе. Это ложь. Потому что в Польше, Венгрии, Чехии, везде людям ЛГБТ лучше, чем в Украине. 2 недели назад во Львове члены ЛГБТ были жестоко избиты, а полиция никак не реагировала. Они были избиты Misanthropic Division, они были избиты нацистами. Что вы делаете против нацистов из Misanthropic Division? У них оружие, вы их обучаете, у них деньги от Министерства внутренних дел. Что происходит в вашей стране? Приезжаете в Европу со своей версией Украины, говорите, что проводите реформы, что ведете борьбу против коррупции. Но я был в вашей стране, и я всего этого там не видел. Прогресс, который мы сделали в сфере антидискриминации и прав ЛГБТ, огромен. А то, что случилось во Львове, это была сильно обдуманная провокация. И я знаю, как это случилось. Не позволим России показать то, что Россия хотела бы показать. Я бы мог лично с вами поговорить об этом. Что случилось, в том числе во Львове. I could talk to you personally and explain what is going on, also in the video. We're now at a 30-minute break, and once again, thank you for coming. We'll see you Здравствуйте, а можно с вами пообщаться? Вы сказали, что вы готовы пообщаться, и я просто хочу вам показать фотографии, те, которые говорили, там, нацисты, и спросить у вас, что вы по этому поводу думаете.
Ми зараз повернемось і Хорошо. А когда мы сможем пообщаться? Вы вчера сказали, что После выступления подойдете, поищите нас. можно будет к вам подойти? ми можемо поспілкуватися. Когда? Давайте поспілкуємося. Окей. Извините, после вашего выступления? Хочете брати інтерв'ю чи спілкуватися? Да, я хочу взять интервью и пообщаться с вами. And LGBT rights. Будет ли такая возможность? And what I want Хорошо, после выступления договорились. to, Так мне надо ждать здесь? and that's why we're here. We're signing this agreement Хорошо, я буду ждать. to move. We are not ideal. Мы не идеальны, но на самом деле за последние 24 месяца мы сделали больше, чем за последние 24 года. И соглашение об ассоциации поможет нам сделать еще больше. Пожалуйста, приходите и голосуйте за. Thank you, sir. Thank you. En zoals eerder beloofd, ook onze eigen Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, is hier. Oh, dat kan nog gestolen worden. Wat wil je tegen die mensen heel Ik zou graag zeggen, al die mensen willen zeggen, zet het cynisme voorbij, want het gaat niet over niks. Het gaat over een belangrijke... Извините. Я підійду до Вітузі, потім повернусь. Извините, вы забыли обо мне? Ми їм всім продемонстрували, що українці – це є європейська нація, справжні європейці, такі ж, як вони. І ми від них почули і відчули, знаєте, зворотній цей зв'язок. І ми відчули, що ми дійсно є одна велика європейська родина. І ми зможемо довести всьому світові, що Україна – це успішна європейська нація. Ми дуже дякуємо вам, як голові української дипломатії, за те, що ви тут, за те, що ви робите. І ми сподіваємося, що ось так разом дипломати професійні, дипломати-аматори, громадянське суспільство. Ми виберемо перемогу тут і всюди, і завжди. Слава Україні! Героям слава! Ukraine is Europe! Ukraine is Europe! Ukraine is Europe! Say yes to Ukraine! Say yes to Ukraine! Say yes to Ukraine! Say yes to Ukraine! Извините, вы мне мешаете работать, я пытаюсь снять, а вы постоянно специально закрываете спиной. Ну давайте я сюда пройду. Проводимо всі разом. Що Голландія – це країна, яка може розуміти Україну в Європі. Для того, щоб зрозуміти для кожного голландця, що це означає. Реформи в Україні, європейська, єдина і демократична Україна. Павел Анатольевич, если проголосуют против голландцев, что вы скажете украинцам? Я скажу украинцам, что мы можем бороться до конца, и мы будем бороться. И я уверен в том, что голландцы проголосуют «да». И так и передайте на канале «Россия», что голландцы проголосуют «да». Хорошо. Вперед. И извините, можно будет вам задать вопрос? Вы постоянно убегаете, хотя вы обещали ответить на вопросы. Почему вы убегаете? Я дуже дякую. Я знаю, що ви там проїхали половину Це голландських тільки міст. початок. Тільки початок. Ми тут до середи до вечора з 8 ранку. До 9 години. Извините, вы вчера сказали, что мы пообщаемся и убегаете? Ik vind dat sommige groepen... Ну где же он? Где же он? Да что ж такое? Так когда можно будет все-таки с вами пообщаться? Ми можемо прийти в Україні, он був президентом Серйозно? Извините, когда можно будет с вами пообщаться? Я знайшов, хто з вами поспілкується. Да я ж с вами хочу поговорить, а не с кем-то. Одну фу. Извините, можно задать вам вопрос? Извините, можно задать вам вопрос? Есть ли возможность поговорить с вами? Есть ли возможность задать вам несколько вопросов?
Пожалуйста. Вы должны сказать, какие медиа вы представляете. Конечно, я могу сказать. Извините, господин Климкин, у меня вопрос к вам. Вы опять будете лгать, вы обычно это делаете. А ответите ли вы на мои вопросы, или вы будете просто бегать от меня? Не делайте вид, что вы журналист. Вижу, что вы не собираетесь отвечать на вопросы, вы просто боитесь правды, да? Я могу показать вам фотографии, могу показать вам все, но вы не хотите отвечать. Какие фотографии? Фотографии обо всем. Фотографии обо всем. До встречи в Киеве!